Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня очередной хобби-влог. М, Решила пораскрашивать, как вы уже поняли из названия, Гербера Занеса «Хрупкий мир». Он мне очень нравится. Я с удовольствием здесь крашу. А, Ну, я в восторге. Мне нравится, ну, и мне кажется, даже немного получается. Вот, выбрали мы с Ирой вот такую иллюстрацию в этот раз. Совята, сыч, лесной сыч, насколько я поняла. Это лесной сыч. И вот такие вот милые птички сидят, малыши, карандаши. Я так понимаю, что это все-таки больше, по большей части малыши. Ну, хотя они 25-30 сантиметров, не особо-то и большие. Вот. Закрасила уже вот эти вот деревья. Основные такие, более, я так понимаю, как живые ветки. Ну и вот эти сейчас коряги закрашиваю, что-то в этом роде этих птичек. Раскрасила уже одного птенчика, вот этого. Не особо, конечно, ярко. Но, в общем-то, я и не стремилась его сильно ярко раскрашивать, скажем так. Потому как, ну, здесь много коричневого, много всего. И чтобы он не потерялся на фоне всего этого, я решила, что у меня они будут такие вот более светленькие. Попробовала одного, потом что-то не знаю, решила сначала все-таки закрасить вот дерево это, наверное, дерево. Я раскрашиваю это тритон оттенок. Здесь коричневого, ну, у меня нет. В больших наборах, насколько я поняла, они, наверное, есть. Вроде как, но у меня нет. Поэтому я сижу, крашу вот такой вот с рожаной. Взяла, здесь, к сожалению, много оранжевого. Лучше бы уже был прям действительно либо какой-то светло-коричневый, либо что-то такого, знаете, хаки. Ну, что-то зеленое, что ли, что-то, чтобы было больше. Я в некоторых моментах вот сижу, крашу, не совсем понимаю. У меня такое чувство. Ага, теперь вот это чувство, ничего не сделаешь, да, с ним. Такое ощущение иногда, что не покидает, что я вот закрашиваю именно такое чувство, что тут вот трава или как мох, это вот зеленушка здесь все-таки непонятно как-то, поэтому сейчас вот раскрашу, чтобы тогда все-таки, наверное, это так, потому что здесь более края такие вот плоские, а здесь, видите, как будто что-то, ну, пусть будет зеленушка такая, теперь уже, наверное, не будет. Вот. Решила все-таки взять, чтобы как-то отличалось одно дерево от другого. Я решила все-таки взять этот тритон. Не особо в восторге. Но хотя, с другой стороны, почему не особо в восторге? В общем-то, не могу сказать, что прям все плохо. Собственно говоря, посмотрите. Они вполне, мне кажется, подходят. Ну, если даже совсем кто-то скажет, да нет, ничего у тебя тут не подходит, другого у меня нет. Поэтому добавлю, если совсем решу, что не очень красиво, то я добавлю сюда, ну, как бы для себя. Имеется в виду, решу, что это не так красиво, как мне казалось с первого раза. На первый взгляд, что будет круто, значит, добавлю сюда более коричневого чего-то. Ничего страшного. Ну, а так, в целом, я довольна. Не знаю, мне, в принципе, не могу сказать, что прям совсем не нравится. Вот. Листочки это, ну, как всегда, Лира, Полихромос. Смешала носик, глазки тоже. Я особо сильно не выясняла, какого они цвета. Они, в общем-то, и не особо такие уж прям цветные. Тоже какой-то такой не коричневый, не серый. Вот цвет. Поэтому я решила, пусть будут такими. Ну, а глазки, судя по фото, по всему остальному, и нос как раз вот такие вот у него вроде как желтенькие. Я Лирой прошлась.
Так, наверное, надо... Все-таки не хотела точить его. Когда остро, не так все цвета смешивает, как рисует, как вот такой тупым концом. Но здесь, ну, сейчас еще можно красить, а уже где вот эта вот ерунда, придется по большей части закрашивать, поточить точнее, а не закрашивать. Что мне сегодня, прошу прощения. У нас поменялась погода в очередной раз, и прям, как это сказать, голова раскалывается, видимо, от давления, что ли, поменялось. Не знаю, с чем это связано. Давление или просто погода, или еще что. А может, даже не может, а, наверное, скорее всего, все вместе. Вот. Вот так вот у меня получается. Что ж такое? То прям вот один оранжевый, то один коричневый, не поймешь. Я вроде его начинаю вертеть, но вот в некоторых моментах... Но он здесь такой, в отличие от Magic, он, конечно, отличается. Но у меня есть двухсторонние еще карандаши. Там есть тоже коричневый, не особо тоже мне нравится сочетание. Но иногда, кстати, тоже неплохо им пройтись. Может быть, я, кстати, им потом пройдусь, где слишком ярко выраженный вот этот рыжий цвет. И я, может быть, потом еще поверх пройдусь. Или просто коричневым, или вот этим вот двухсторонним, не знаю. Вот видите, тут тяжеловато вот этим уже тупым кончиком красить. В общем, ничего страшного. Сейчас мы это все закрасим. И будет у нас красота. Я вообще сначала обрадовалась, что вау, тут почти нету фона. Здорово. Не надо хотя бы с фоном мучиться, потому что, ну, фон у меня, к сожалению, не ахти. Думаю, здесь и картинка красивая. Я люблю совушек. Все знают уже, в принципе. И я думала, что я, ну, здорово, не придется с фоном мучиться. Но, знаете, такое не покидает чувство, что вот это дерево как раз и есть этот фон. Ну, в плане как, что это дерево не страшно, а вот закрашивать сидеть, конечно, трэш. Ну да ладно. Мы ж красим, получаем удовольствие от этого. Вот. Поэтому все нормально. Вот видите, опять рыжий прям преобладает. Вот именно оранжевый мне здесь-то особо и не нужен. Хотя, с другой стороны, ну почему нет? Мало ли. Может, такое освещение, и дерево кажется рыжим. Таким ржавым. Знаете, бывает древесина, такая, смотришь на нее из-за того, что, ну, уже старая, ну, гнилушка, пенек. И он как будто ржавый, проржавевший. Иногда смотришь на него. Ну, вот будем считать, что это так. Вот. Так, сейчас мы... Не знаю, можно будет, собственно говоря, пройтись, если что, блендером. Или просто пеньком по каким-то участкам, где я вот тут пытаюсь залезть без потерь, так сказать. Не хочется соседнюю портить иллюстрацию. Хочу сегодня еще раскрасить, ну, помимо этой иллюстрации, есть еще знаменитый, ну, как вот тигр, так еще и леопард. Тигр я уже раскрасила. С леопардом тоже вышла такая история, как и с многими иллюстрациями. Далее, вот как, например, в Керберазаносе с жирафами. Когда я ждала эту раскраску, я прям, когда увидела этого леопарда в снегу, мне прям, я думала, все. Это первое, что я раскрашу. Но вот, к сожалению, уже ровно год прошел. Если не ошибаюсь, да, у нас уже год, как Керберазанос выпустил ее. И вот только руки до нее дошли. Ну, летом как-то не хотелось зимнюю красить. Думала, ну, оставлю на зиму. Ну и вот, собственно говоря, только сейчас до нее дошли руки. Вообще, честно говоря, даже побаивалась раскрашивать. Вот.
Ну, а сейчас как-то более спокойнее, кстати, стало более... Здесь мне очень нравится акварелью красить. Мне кажется, это прям раскраска для акварели все-таки. Да и бумага здесь отличная под акварель. Вон, видите, какой он прям ни с того, ни с сего ржавый. Ну, там на этих я докрашу. Вот, я либо тонко затачиваю, либо беру пенек или блендер, когда разэтываешь там ближе к корешку, и оно все заходит. Ну, посмотрим. Можно акварельно взять карандаш и размыть, и будет все закрашено. Кому как нравится, кому как удобно. Я по настроению и по ситуации это делаю. Тут вот тоже смотрю, не совсем прокрасилась. Вот. И вот как-то я не могла все раскрасить. Сейчас начала более активно акварелить. И даже вот не знаю, почему сегодня я решила, что будут здесь преимущественно. Сначала решила, что будет акварель. Потом села, начала красить уже в мелочевку все. И поняла, что нужно было, ну, тогда сначала заакварелить все, залить акварелькой подложку. А потом уже, ну, какие-то детали, может, карандашом вырисовывать. Но уже, как говорится, умная мысля приходит опосля. Поэтому, собственно говоря, вот так у меня получилось. Я надеюсь, вам видно. Конечно же, уже потом не стала рисковать. Можно было акварелью, но не стала вот эти обходные пути. Думаю, у меня еще опыта такого нет. И дабы не испортить, я решила не рисковать. Но так как тут, как это правильно назвать, два вида дерева, назовем это так, я решила, что нужно же как-то выходить из положения. Ну и вот решила, что возьму тритон для вот этого большого дерева. Я вообще не совсем поняла и не уверена, это дерево или какие-то там, я не знаю, пещеры, камушки и так далее. Ну вот, не знаю. Что я, видимо, рукой пока красила, немножко разнесла карандаш. Какие-то прям светлые участки получаются определенные. А нам надо, чтобы поярче здесь было. Ну, мне бы хотелось. Я надеюсь, все-таки выделяется. Мне видно, как бы я вижу, что отличаются эти ветки. Ну, мало ли. Вот. Мало ли. Да, кто говорил, что мы вот хапаете карандаши, а ничего не красите. Куда вам столько? Вот, видите, как мы не красим. У меня это уже было второй раз, когда я докупала. И вот сейчас частично, какие у меня есть в запасе повторки, я достала, а эти вот огрызки добиваю. Ну, а в подставку, где у меня все карандаши стоят, я, собственно говоря, поставила уже более новые. Поэтому, да, ничего мы зря не берем. Да, бывает, что-то хочется купить лишнего. Ну, как правило, я, например, как я же говорю, краситься. Не скажу, что у меня прям и то. Иногда, да, бывает, хочется купить любопытство ради. Или там хочется чего-то нового. Вот. А единственное, чего я стараюсь избегать, много лишних покупок, так скажем, это по раскраскам. Но очень много нравится, но я ж понимаю, что я могу не осилить все. Вот. А может так случиться, вот как с некоторыми уже, собственно, случилось, да, когда покупала, ну, было интересно, нравились. Сейчас я сижу и понимаю, что я бы вот сейчас уже их не купила, не красила и так далее. А некоторые просто мне не хочется. Некоторые я поняла в процессе, пока красила. Ну, начинала красить, понимаю, что это не мое, мне не лежит, рука к ним не заходит. В общем, я несколько раз пыталась начать, вот, допустим, как Лулу Майя, еще что-то. Поэтому, чтобы такие моменты реже случались, потому что, может быть, знаете, когда начинала красить, нравилось все, хотелось все. Ну, как и многим девчонкам. Наверное, ни для кого это не секрет.
А когда полежали уже, когда начала более красить, то сейчас уже некоторые раскраски я уже подумываю, что с ними сделать. Поэтому я не тороплюсь. Вот. Ну, вот как-то так получается. В общем-то, у меня здесь немножко можно, наверное, подзатемнить. Затемнить, притемнить, чтобы не так светлое было. Вот. И я думаю, будет нормально. Вот. Я думаю, будет неплохо. Вот. Вот такая вот красотень получается. Рука. Я думаю, что будет неплохо. Сейчас докрашу. Буду доделывать. Осталось, в общем-то, вот край и 2 этих совика. Продолжаю свой влог. Раскрасила совят. И уже, в общем-то, фактически, ну, почти раскрасила этого леопарда, как и хотела. Ну, не совсем как и хотела. В смысле, раскрасила-то, я хотела его раскрасить и раскрасила. Что-то у меня здесь вот, у меня один акрил, он не ахти. И как-то вот он, аж, я смотрю, от соседней иллюстрации красится. Это плохо. Прям вот вижу. Нужно будет другим акрилом попробовать покрыть. В общем, я залила акварелью. Фон я целенаправленно хотела. Если здесь у меня яркий фон был, такой достаточно яркая иллюстрация, то здесь целенаправленно не хотела. Это 2 разные иллюстрации. Можно было сделать как единый разворот, но я решила, что он будет разный, как и иллюстрации разные. Ну и, соответственно, чуть посветлее сделала, чтобы все-таки отличался. Залила акварелью все. Ну, потом деревья мне что-то не понравилось. Я решила карандашом пройтись. Карандашками здесь подкрасила деревья. Немножечко, совсем чуть-чуть леопарда. Ну и снег, собственно говоря. И получается вот такая иллюстрация. Ну, сейчас буду где-то что-то, может, дорабатывать. Не знаю. Пока думаю, что получится. Какой-то светлый он получился. Мне нравится, в принципе, но если смотреть на соседнюю иллюстрацию, мне такое чувство не покидает, что она какая-то слишком светлая. Поэтому я ее стараюсь не это. Уже вроде и там подкрашу. Не знаю почему. Я прям вот сижу, вижу, что покрасился. Пытается соседней иллюстрации взять цвет. Не знаю, с другим что ли акрилом. Видимо, акрил такой у меня недорогой, он простенький, но он вроде как удобно мне было им красить. Но сейчас смотрю, что мне это совсем неудобно. Поэтому, скорее всего, наверное, возьму, пройдусь другим вот здесь акрилом. Не знаю, пока думаю. Ничего не прошло, все в порядке. Мне нравится, ну и вот я рада, у меня еще и помимо этого, ну я люблю Кербера Заноса, с удовольствием раскрашиваю, ну и у меня здесь помимо теперь и тигр, и леопард, здесь в этом месте даже вот уже 3 работы, я довольна. Вот такой получился небольшой влог, буду сейчас сидеть дорабатывать, потом я показывала календарь из Лиги колористов, я распечатывала. Хочу попробовать сесть его позаполнять, может быть, пораскрашивать. И если вот быстро освобожусь, то я сяду, начну заполнять этот календарик. Спасибо, что посмотрели, что были со мной. Пишите комментарии, подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки. Всем хорошего настроения. Ну и пока-пока.